Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Полнолуние в Козероге 3 июля. Период июля до 10 числа мы рассмотрим в Таро прогнозе. Конечно, мы будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я надеюсь, вы люди особо интуитивные, и как раз вы для себя какие-то подсказки увидите. Есть на канале видео, это гороскоп, то есть планетарные события или планетарный прогноз, можно так сказать, на период как раз между соединением Лилит с Венерой, и которое произошло в конце июня, и у нас еще будет одно присоединение Лилит в конце июля, но уже к Солнцу в знаке Льва. И первый и второй период это могут быть какие-то турбулентности или внезапности. А вот с учетом этого полнолуния как раз Козерог это все то, что у нас структурировано, понятно, материально. Не в хаосе уж точно, а в какой-то последовательности изложено. И вот это своего рода такая небольшая передышка для нас, для всех, может быть очень даже полезно. Время для перезагрузки. Вообще полнолуние это всегда мы какие-то итоги подводим, безусловно. Значит, что-то мы можем завершить и порадоваться уже этому, и строить планы на будущее. Ну, давайте узнаем. Я оставлю ссылку во вкладке «Сообщество» для перехода к гороскопу, а также вы можете перейти на главной странице сайта. Ну, давайте. Что, как видят карты? И первое у нас будет, как в целом влияет на меня вот это полнолуние или оценка ситуации. Главное событие этого периода, небольшого, и каковы его перспективы. Неожиданное событие или, в принципе, сами неожиданности, какие могут быть. И что мне помогает, давайте тоже узнаем. Оценка ситуации. Деньги, финансы, решение денежных вопросов. Решение, может быть, у кого-то вопросов с получением кредита, ипотечного кредита. По этой карте нам приходит на помощь, по этой карте мы как раз получаем какой-то финансовый эквивалент. К нам могут обратиться с другой стороны, ведь это карта меценатства. С просьбой одолжить денег, но не подразумевает карта, что мы распыляем свои финансовые средства. Здесь мы скорее кумулируем, и поэтому проучаствовать в жизни человека, может быть, придется советом или, ну, как-то по-доброму отнестись, не оттолкнуть это точно, потому что наша какая-то помощь, она как будто нам тоже зачтется где-то там в небесных скрижалях. Ну и у нас, у самих сейчас очень важный период для того, чтобы консолидировать финансы. Видимо, в последующем будут какие-то изменения, перемены, когда они вам понадобятся самим. Поэтому мы тут как бы немножко в своей ракушке буквально находимся, потому что какой-то наш план, проект не должен сорваться из-за того, что финансовый где-то пролапс будет. Поэтому вот мы здесь предупреждаем. Скорее всего, с учетом полнолуния, как завершение мы можем получить деньги, которые были, может быть, в какой-то задержке, за какое-то дело застопорилось, а здесь придет в движение, и мы, наконец, получим. Для кого-то из вас это может быть начало нового проекта, который тоже будет в последующем для вас означать поступление финансов. Ну, какой бы ни был вопрос, даже может быть, это вопрос личной жизни, но, значит, там все равно будут присутствовать финансы. Как будто основная точка отсчета – это деньги. И взаимодействие с миром. Ну, наверное, деньги это у нас как раз способ, один из способов, точнее, взаимодействия с миром. И вы это можете прочувствовать особенно остро. Ну, главное событие. Деньги есть, а вот главное событие, мы можем растеряться. Может быть, новость какая-то придет, такая, которую мы не ожидали. С одной стороны, это могут быть как новые перспективы, предложения, возможности, но есть элемент внезапности или элемент того, что мы как-то думали по-другому будут разворачиваться обстоятельства. А здесь перед нами открывается, с одной стороны, вроде бы возможности, но что с ними делать, пока непонятно. Вроде бы есть, может быть, и предложения у кого-то, у предложения по работе или какие-то новые грани сотрудничества по развитию вашего бизнеса. Или новые грани сотрудничества тоже с понятием перспективы. Тут ведь всегда мы что-то наперед думаем. Так вот, с перспективой, может быть, построить карьеру или заработать больше денег. Все же вот
вокруг же денег у нас все крутится. Но, наверное, любую часть нашей жизни, как ни переложи, она все равно будет иметь материальный подсмысл, потому что такое материализм? Это, в общем-то, наше благополучие и разные способы достижения его. У кого-то через отношения, у кого-то конкретно через партнера. Может быть, есть выбор между людьми, и вы тоже можете где-то так от какой-то пришедшей новости замешкаться, потому что элемент либо неожиданности, либо вроде бы что-то выглядит заманчиво, но пока словно ощутить это материально нельзя. Тут важно будет не просчитаться. Правда, у вас может открыться такой горизонт, вот, наверное, как по этой карте, семерка кубков. Понятно, что 7 кубков не возьмешь, как будто нужно выбрать один. А тут, ну, настолько разные, посмотрите. Тут нам и про славу, и про почет, и про ценности, и про какие-то высокие идеи, про тайные знания, и про какие-то наши страсти. Вот у каждого просто, видимо, в своей сфере жизни это проиграется. И главное событие, мы стоим на пороге какого-то важного принятия либо решения, либо выбора. У кого-то это будет через отношения, а у кого-то через работу, у кого-то это будет через финансы. Давайте мы, каковы перспективы? Ну, наверное, чем бы вы тут ни занимались, мы должны делать все по закону. У кого-то, может быть, из вас это проигрываются вопросы партнерства, вполне вероятно, или решение закрытия каких-то прежних вопросов, проблем, когда мы будем обращаться в высокие инстанции. По королю мечей как раз проходят люди, которые наделены властью или имеют какую-то сферу влияния, или имеют рычаги влияния, почему высокие чиновники проходят. И, значит, какой-то вопрос они могут нам помочь решить. Может быть, правда, банковские работники, здесь какой-то финансовый вопрос тоже будет на повестке дня. Но это еще и, надо сказать, статусная карта. И поэтому через деньги, может быть, через отношения, через получение новой должности, через новые варианты бизнеса мы будем менять статус. То есть главное событие от нашего главного какого-то выбора будет зависеть качество жизни на последующий период. Но я должна сказать, что вы сами будете больше не в чувствах, а в какой-то логике, конкретике. И это будет очень правильная позиция, потому что тогда вы увидите более конкретные какие-то перспективы свои. Вам это поможет как и определиться, так и, ну, может быть, что-то не пропустить. С другой стороны, буквально мы должны быть внимательны, может быть, в тех вопросах, когда потребуется конкретика в оформлении документов. Мы должны прочитать любыми текстами то, что написано в документе. Мы должны словно себя подстраховать, и перспективы для нас откроются в дважды положительные, если мы где-то, может быть, предубедим какую-то ошибку. В семерке кубков действительно проходит множество вариантов, и в чем-то сделать правильный выбор, не просчитаться, для нас будет означать это какая-то удачная история и новое качество жизни. Мы можем как соскользнуть в эмоции, так и неправильно распределить финансы, и в последующем мы себе за это спасибо не скажем. У кого-то, если на повестке дня выбор между людьми, отношениями, здесь тоже будет важно рационально, как ни странно, без эмоций, без каких-то чувств разобраться, может быть, что для меня означает человек, куда идут наши отношения, а что в последующем я могу ожидать от этого человека. И вот так вот тоже. Но больше рационализма и хладнокровия точно нам поможет как и решить финансовую ситуацию, так и для себя какой-то фарватер на будущее проложить. И если мы говорим, что у нас в неожиданностях у нас выпадает королева Пентаклей, вообще сама по себе карта не про неожиданности, про стабильный достаточно период. И, может быть, нам хотят сказать о том, что все, чего вы уже достигли, добились. Это для нас как база какая-то, от которой мы должны оттолкнуться. И у нас показана королева, которая восседает на троне среди райского сада. И надо сказать, что этот сад она построила своими руками. И если мы спросили неожиданное событие, нет неожиданных событий, но есть наш правильный расчет, как на сегодняшний момент, так и вот наши идеи, мы словно их должны переложить на какую-то материальную основу. Мы должны как и самореализоваться, так, может быть, и воплотить
мечту в реальность. И нет ведь ничего невозможного по этой карте. Но должна сказать, что в принципе каких-то глобальных изменений с учетом двух карт королева Пентаклей и 6 Пентаклей как будто нет. Разве что получение денег, которые какое-то время, может быть, были в задержке. Сама по себе стабильность этого периода. И, наверное, наслаждайтесь где-то. Хотя тут с учетом короля мечей тут не про наслаждение. Тут все-таки есть какой-то элемент либо выбора, либо логики, либо рационализма, либо здравого расчета. Что-то мы должны для себя словно как основу заложить. Вполне вероятно. И в последующее турбулентное время мы будем просто корректировать какие-то, ну, как планы. И в целом качество жизни на будущее. Давайте мы посмотрим, что нам помогает. Карта апатии нам помогает как раз, когда мы выходим из какого-то апатичного словно состояния. Может быть, какой-то вопрос у вас стоял финансовый на паузе, и он был как отправная точка отсчета или какой-то вашей реализации, или какого-то вашего плана. Скорее всего, тогда вы получите эти деньги, будете иметь возможность словно стартануть куда-то. Это может быть еще и как предложение, которое тоже будет касаться, может быть, сотрудничества или для кого-то из вас новости, которая будет касаться личной жизни. И первое впечатление может быть как, знаете, я расстроена или расстроена. Меня это выбивает из колеи. А вот как раз в каком-то или какой-то альтернативный вариант развития событий или своей собственной перспективы, вот как этот кубок, наверное, мы должны увидеть. Иначе, если мы от чего-то откажемся, значит, что-то очень важное из нашей жизни может ускользнуть. А здесь как будто нужно ухватить это, прочувствовать где-то. А с другой стороны, нам потребуются и вот такие хладнокровные энергии, когда мы больше, наверное, настроены на воссоздание как или укрепление материальной безопасности, вопросы, может быть, решения переезда у кого-то или связанные с вашим жилищем, или связанные, где, как могу заработать деньги вообще. Ну, есть денежная тема, дважды нам об этом говорят, и просто в эту тему могут вмешаться как и отношения, так и с другой стороны какие-то новые возможности или предложения, или новости, которые касаются вашей деловой сферы. Ну, не заскучаешь, правда. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Про любовь, правда, нам тут не сказали, но, видимо, мы смотрим короткий достаточно период вот этой паузы между двумя присоединениями Лилит. Вот ориентировочно это где-то 10 дней. Но надо сказать, что Козерог – это Сатурн. А у нас Сатурн сейчас в рыбах. И это будет в течение пары лет. Поэтому рыбы – это всегда изменчивость. Это нет какой-то четкой границы. И поэтому эти сроки тоже могут быть, знаете, как плавающими, сдвигаться. Но определенно, мои дорогие представители знака Зодиака Рак, вот этот период для вас как минимум две сферы просветит: отношения и финансы. По крайней мере, с чем-то определиться можно наверняка. Будьте счастливы, мои дорогие.